привет! Сегодня готовим очень нежное и пушистое тесто для вареников на кефире. Это тесто подходит для вареников с любой начинкой, с ягодами, с картофелем, творогом и другими. И готовить их можно либо отваривая в воде, либо на пару. А также можно вареники заморозить. И для того, чтобы приготовить очень вкусное кефирное тесто для вареников, мне понадобится 200 мл кефира, 100 мл только что закипевшей воды, 450-500 грамм муки. Мука у всех разная, поэтому может уйти чуть больше или чуть меньше. 1 чайная ложка сахара. Я всегда в тесто для вареников добавляю немножко сахара, тогда тесто будет очень вкусным. 3/4 чайной ложки соды и 3/4 чайной ложки соли. Сначала в кефир я выливаю горячую воду и перемешиваю. Готовить тесто для вареников нужно обязательно с теплой жидкостью. Тогда тесто будет очень эластичным и хорошим. Перемешала. Теперь в миску я просеиваю 450 грамм муки. В муку добавляю соль, соду и сахар. Все хорошо перемешиваю. И теперь сюда вливаю теплый кефир. И начинаю замешивать мягкое тесто. Тесто ни в коем случае не должно быть слишком забитым. Поэтому корректируйте муку. Иначе тесто для вареников получится слишком плотным, жестким, невкусным. Я люблю, когда вареники получаются мягкими, пушистыми. Хорошенечко вымешиваю, соединяю все. Посмотрите, тесто я собрала в один комок. Я его сейчас сильно не вымешиваю. Вот оно такое, слегка липковатое, очень мягкое. Сейчас тесто я оставлю постоять примерно 10 минут. Закрою его пищевой пленкой. Когда тесто постоит, его потом легче будет замесить. Мне потом его надо очень хорошо замесить на столе, чтобы тесто получилось таким очень эластичным и гладким. У меня прошло примерно 10 минут, тесто хорошо отдохнуло. Я подпыляю стол мукой, не сильно, слегка. И буду сейчас хорошо вымешивать тесто на столе. Тесто надо вымесить минут 10, очень хорошо, чтобы оно стало очень эластичным, чтобы не приставало ни к рукам, ни к столу. Вы посмотрите, оно будет такое гладкое, приятное, сразу почувствуете под руками. Сильно муку я уже не добавляю, только слегка. И хорошо вымешиваю тесто. Посмотрите, муку я фактически больше уже ничего не подсыпаю. То есть у меня, я добавила где-то примерно грамм 20 муки, больше не добавляла. Тесто получается уже очень хорошее. Вы, конечно, смотрите по своему тесту, по своей муке, сколько понадобится. Вообще это тесто универсальное для вареников. Из него можно готовить и вареники и на пару, и варить вареники в воде. Вареники получаются очень вкусными, красивыми. Тесто пушистое и нежное, совершенно не забитое, не твердое. Вообще в моей семье мы очень любим вареники именно на пару. Это с творогом, с картошкой. Это очень вкусно. А вареники с вишней и черникой — это вообще, конечно, самое большое лакомство. И побольше сметанки, конечно. Супер! Если честно, вареники — это вообще такое блюдо, которое, наверное, нравится всем. Посмотрите, я очень хорошо вымесила тесто. Оно такое эластичное, приятное, совершенно не пристает ни к рукам, ни к столу. Я его сейчас просто вот так вот подкатываю, как обычно, в колобок, кладу в миску, закрываю пищевой пленкой. И так у меня тесто должно постоять
ну минимум час. И тогда из него будет так легко и просто лепить вареники, не составит никакого труда. Вообще это тесто может лежать в холодильнике даже очень хорошо. Если вы его просто поставите в холодильник, оно может лежать, и на следующий день вы можете из него сделать вареники. Оно ничем не будет отличаться от того, что вы приготовили его сегодня или оно у вас полежало. Я желаю всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Люда Изикук «Позитивная кухня», оставляйте ваши комментарии и, конечно, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Всем пока!